Всем привет! Вы сегодня на канале 13 порций. А Василиса подсказывает 3. Наша семья вся начинает болеть. Ну, еще многие сегодня не пришли со школы. У меня же 3 тут же 3. Многие не пришли. С кого 3? Нет, тут 3. Нас трое. Да, 3 порции. Ну, канал-то 13 порций. Ну, да. Многие не пришли со школы, поэтому нас сегодня 3. Ну, а так дети заболевает даже наш папа. Поэтому вот так. Мы сегодня втроем решили. Василиса, Снежана и мама. Да. У нас сегодня спагетти дети захотели, прям давно не делали спагетти. Сосиски молочные, мальчики были с сосисками, а мы нет. Дети их очень любят. Смотри, ты сейчас вот тут. У тебя прям потекло, ты сейчас испачкаешь. Давай я подотру. На, дочь. Дай мне тоже салфеточку, пожалуйста. Вот у них. Поэтому... Так, у нас еще салат. Салат мы как-то делали вчера на основном канале. Салат хороший. Получается вареная свекла. В нем у меня грецкий орех, немножечко чеснока, 1 лимон, сок 1 лимона и гранат. И немножечко масла, вот, которое я элитное покупала, масло подсолнечное, кукурузное и льняное. И все, немножечко соли. Мы все болеем, поэтому стараюсь вот такие витамины делать. Свеколка полезна, печень хорошо чистит. Гранат витамин много, лимон тоже витамин много. Ты будешь салат? Не будешь. Мам, а это ты мне, когда я спала, ты мерила? Я тебе мерила. Сегодня утром в 6 утра Снежане мерила температуру. На, дочь. У меня не было? Не было. Я к тебе пришла, думаю, померю твою температуру. Все начали болеть. Очень грустно, но сейчас сезон болезней начался. Вообще-то наша семья не болела никогда так. Но, видать, вирусы победили. В том году мы вообще не болели. Вот как началось все с моего коронавируса. И так остановиться ничего не может. Кстати, такой хороший салат. Всего 20 орехов грецких мальчишки мне почистили. Мало, в следующий раз побольше добавлять. Прям так приятно он добавляется. Дети его наелись уже. Снежана, Василиса все равно кушает. Сегодня хотела передать привет Таня Януш. Таня Януш. Сейчас гранат попадается. А компот у нас сегодня не компот. У нас свежая малина, свежая клубника, залитая все медом и с водичкой. Очень вкусно. Сейчас стараемся на витамины налегать, да? Кушать. Но я смотрю, ты с сосиской сидишь. Сосиски. Сосиски тоже кушать надо. Редко очень, но надо. Таня Януш. Привет. Смачно. Ну надо же. Привет. Смачного. Папа такой всегда на позитиве. У нас, правда, папа всегда на позитиве. Это правда. Это он еще сдерживается. А мама трошка серьезно. А у мамы лицо такое. Если я не улыбаюсь, я даже с детства вот помню, сижу в автовокзале, автобус жду, и зашел с той местности, куда я еду, парень с моей школы. И говорит, ты что такая злая сидишь? Я говорю, я? А я вот просто сижу. И в медколледже работала, часто студенты, которые уже меня знали хорошо, говорили,
Ну, улыбайтесь чуть-чуть, потому что если вот просто сижу, задумалась, да, такое лицо прям такое, кажется, серьезное. Ну, так, такая я. Не сестра такая, мама, наверное, тоже была такая. А мама трошка серьезно. Передайте привет нам на Украину. Таня, Януш, мы с удовольствием передаем вам привет. Нам очень приятно, что вы пишете комментарии. Нам очень приятно, да, что вот мы сидим здесь, в Краснодарском крае, и общаемся сейчас с вами на Украине. Нам очень приятно. Так. Еще я хочу передать один привет. У нас эта женщина под ником Майский цветочек. Она очень болеет. И вот она пишет: «Привет, мои хорошие. Очень полюбила вас. Лежу, болею и смотрю вас. У меня пневмония, 4% поражения легких. А вы поднимаете мне настроение. Передайте мне привет, если вам не трудно. Я Ландыш из Татарстана». Такое необычное, красивое имя, да? Ландыш, представляете? Ландыш, мы очень сердечный привет вам передаем. Мы искренне переживаем за вас, потому что знаем, что такое пневмония, знаем, что такое вообще болеть. Доченька, смотри. Давай закатаю. Ты прям в тарелку руку. Снежана пришла только со школы. Сразу со школы побежала к репетитору. От репетитора пришла и сразу за тарелочку, да, доча? Ландыш, но я все-таки к вам возвращаюсь. Вы выздоравливайте поскорее. Мама, а бывает такой цветок? Да, конечно. Вы выздоравливайте поскорее. Мы очень искренне за вас переживаем. Мы ждем от вас комментариев еще. Не обязательно даже, что вы ролики будете смотреть, но хотя бы напишите, что вы здоровы. Такие вот два привета мы сегодня передаем. Искренне переживаем. Одним вот с Украины Таня, Ландыш с Татарстана. Знаете, я хотела вообще сказать спасибо, что очень много хороших комментариев. Прям очень-очень много. 99% хороших комментариев. Есть очень грубые, обидные. Часть я убираю, потому что касается детей, родителей комментарии. Где-то уже мне поднадоели. Потому что вижу, прям вот давят. Ну, а так комментарий очень много хороших. Это говорит о том, что очень много хороших людей. Люди хорошие. Если человек с добрым сердцем, с позитивом, то ему и мир тогда добрый. Спасибо вам большое. Да? Спасибо за деток моих, за то, что их любите. Давай я помогу, а то я смотрю на тебя, ой, я тебя не переодела. Ой, опс. Давай, кушай. Прям разъелась, молодец какая. Ты что у английского делала? У английского я пересказала слова. Я все пересказала слова, потому что учитель перепуталась. Да? Учитель сказала молодец. Да? Ну хорошо. Новые дала слова? Не дала новые? А что дала? Надо? Не знаю. Ну я посмотрю. Здорово. Василиса, у тебя что сегодня в школе было интересного? То, что мы с Дашей ходили на переменах все время. Понятно. У Василисы были не маленькие, ну, такие недоразумения в школе личного характера. Мы про них не рассказывали. И сегодня они разрешились, эти проблемы, в пятницу с помощью мамы, папы.
А сегодня уже Василиса подвела итог всем делам в школе. Поэтому мы очень рады, что все пошло хорошо. Мама, знаешь что? М, А у нас с Анитой в школе уже одна подружка. Кто? Ее зовут Даша. Да вы чё? Она в 5 классе. В 5? Ой-ой-ой. А ты где с ней познакомилась? Она рядом с нами, у нее это кабинет. Она в классе в 5 или в кабинете? В кабинете. А в классе в каком? Не знаю. В М, 3 классе. В 3, да? А, в 3. Вам нравится с ней общаться, да? Угу. Ну, здорово. Еще хочу Любушка ОК. Любушка, здравствуйте. Какая женщина сильная вы. Муж какой хороший, любит вас, видать. Мне врачи сказали, не родишь. Сейчас сыну 15 лет, и все хорошо у нас. Любушка, я искренне рада за вас, правда. Хоть у меня такого не получилось, но я никогда не желала людям зла и всегда очень рада за то, что люди... За то, что все хорошо получилось. Еще хочу передать привет. Она меня об этом не просила. Но наша землячка с Улан-Удэ, Людмила Дуднаева, смотрит все наши видео, постоянно пишет комментарии. Очень много таких людей. Но сегодня я вот Людмиле хочу передать привет. Людмила, здравствуйте. Мы рады, что у вас там все хорошо. Мы помним чай, как вы написали, с молоком. Мы знаем, как буряты пьют чай с молоком. Он очень вкусный. Прям такой крепкий. Я обожаю чай с молоком. Обожаешь? Угу. Здорово. Сегодня у нас была каша в школе. Какая? Манная. Да, мама. Мгм. А еще что? Еще Хлеб какао. с маслом и какао, и еще там сыр был. М-м-м. На пьедестале доводим булочку. Булочки ходила в школу из-за булочек. Да там булочка-то простая. Давай договоримся, в какой день вам давали булочки? Когда кашу ели. Когда кашу? Да. Это значит сегодня, да? Мгм. Ну давай я тебе по понедельникам, ты будешь приходить со школы, я тебе буду выдавать такую булочку. Не, в разные дни дают булочки. Да? Я буду стряпать и отдавать тебе. А с начинкой? А ты как хочешь? Не знаю. Не, ну ты как? Вам дают с начинкой или без? С начинкой. Значит, и я буду с начинкой давать. Мгм. Там сначала были с малиной, малиновые такие, а потом еще новые дали с таким. Я какие могу начинки делать? Какие у меня дома есть? У меня есть абрикосовое варенье, у меня есть клубничное варенье, у меня есть сливовое варенье. Что у меня еще есть? Ежевичное, ну там мелкая косточка в ежевичном попадается. Потом какое? Инжир у меня есть. Абрикосовое еще целое варенье есть. Ой, инжир, ну круглый, вот вы открыли, полбанки открыты сейчас. Это инжир. Еще как там ореховый, грецкий. Там. Ну сегодня в этом году я не сделала его. Я с болезнью прокараулила. Я тебе, смотри, один раз сливовую сделаю, другой раз абрикосовую сделаю, третий раз сливу запуталась. В общем, все по разу буду брать и делать. Хорошо? Так у нас варенье не идет вообще. В этот раз вот они позвонили. Мам, мы кушать хотим. А мы тут как раз по больницам с Костей. Я говорю, ну кушайте и варенье открывайте. Баночка инжирного стояла. В том году много сделала, что в этом году даже не пришлось его делать. Потому что еще, наверное, на следующий год останется. Поэтому они вот его кушали. Я в том году из хурмы делала варенье. Много что делали в том году. Да. Там клубничная булочка была и еще такое коричневое варенье. Ага. Сама или помочь? Которое ты покупала такое вот коричневое. Какое? Ну-ка. В банке такой, ну, коричневое варенье. Какое? В банке такой железный.
Я покупала в железной банке варенье. Да, такое вот, ну, Я не покупала варенье. какую-то Ну-ка вспоминай, что это я не помню. сгущенку какую-то коричневую. Вареная сгущенка? Да. Нет, ты имеешь в виду начинка еще со сваренной сгущенкой. Ну, сгущенка-то вареная у нас часто дома. Мама, А. знаешь, что у нас в подвале старый есть какой-то чайник. Где? В подвале У нас? Ну ладно, это наш старый. старого дома. Ну да. Мне казалось, что это чужой. Беленький. Да. Наш. Маленький. Просто этим заварничком беленьким, он в принципе, мы им почти не пользовались. Это когда мы с папой вдвоем жили, он у нас был. Ну, еще Снежана еще. А когда нас уже много стало деток у мамы с папой, уже такой он железный у нас, потому что у нас все разбиваются. У нас такие большие. Почему в тот раз даже такой ажиотаж был немножечко на канале. Дети берут наливать, и крышечка падает, а полы бетонные, горячие. И все разбивается, все. И мы вышли из положения. Купили чайник со свистулькой. Так он не разбивается, он целенький. Мы в нем парим заварку, и все красиво и чистенько. Да? Когда мы вот так вот трясем, он пищит. Да, но он вообще, мы его не кипятим, а если вот его кипятишь, когда он закипает, он начинает пищать, и человек понимает, что кипит чайник. Молодец. Да, я смотрю, у тебя аппетит неплохой, я прям рада очень. Кушай, доченька. Налить еще, Василис? Давай. Давай. Морсиков надо много пить. Это не чай, а это морсик со свежими ягодками и с медом. Угу. Лучше лишний раз где-то что-то не съесть, конфетку, а морсик попить. Какой вкусный. Вкусный. Пахнет малинкой и клубникой, да? Ну. Салат очень вкусный. Мама, а ты знаешь, что малина с клубникой не одинаковые? Не одинаковые? Одинаковые. Ну нет, они не одинаковые. Как одинаковые? Клубника растет ягодка прямо на земле, а малина на дереве, на кусту. И у клубники другой вкус, а у малины другой. Но они на внешность, конечно, немножечко одинаковые. В общем, знаешь, чем они одинаковые? Они обе очень вкусные. Цветом еще одинаковый. У нас сегодня уехал Влад. 20 декабря в 6 часов утра папа его увез в 5:30. Влад поехал. Владик мне прислал, как он ехал. Это в семейную группу он прислал, да? Сегодня он уехал в Сочи парк на практику и приедет через месяц. Месяц побудет дома, Да, и опять поедет. уедет. Да. Ну а потом его заберут в армию. В армию? Да, конечно. Потом его заберут в армию. Наелась. Ой, навела, что в тарелке-то себе, ой-ой-ой. Ой, как вкусно все. Да. Так, что у нас еще было? Татьяна П. Я нашла. Татьяна П. Спасибо за ответы. Светлана, скажите, пожалуйста, а если понравился ребенок по анкете в базе данных, то можно именно за ним идти? Или обязательны эти все заявления? Указывать, сколько хочешь детей, если уже по анкете выбрал конкретного? Не очень понятно. Наверное, я не знаю, есть ли стандартная процедура в каждом регионе, но, скорее всего, да. Потому что, то есть ты придешь, все равно тебе этот бланк дадут. Он должен подшиваться к ним в архив.
Поэтому ты придешь и все равно будешь заполнять. Ты, это я имею в виду человек, вы придете, Татьяна, и все равно будете заполнять. Ну а вообще, наверное, в каждом регионе свои какие-то требования. Но я думаю, 90% да. Но еще прям огромная просьба, Татьяна. Сначала сделать документы, а потом в банке данных выбирать. Потому что если вы выберете, а документы не сделаете, справки все, вот справка о судимости, мы были из другого региона, мы долго ждали, то чревато, что вы не успеете. Мы даже когда учились на школе, нам сказали сначала документы, но я не послушалась. В общем, я, как обычно, через 5 минут уже... Я, как обычно, через 5 минут уже гуляла по банку данных. Проконсультируйтесь. Вам надо к начальнику опеки сходить и проконсультироваться. Так. Здравствуйте. А сколько лет у вас живут детки? Ответьте, пожалуйста. 7 лет мы являемся. 7 лет. Что, покушали? Будем? Нет? Так ты еще 3 дня есть будешь. Ты кушаешь и кушаешь, сидишь. Так тебе никто не говорит, прощаться будем? Не будем прощаться? Ой-ой-ой. А о чем будем разговаривать? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Ничего. Дочь, подними, Васенька. Ничего страшного. Угу. А о чем разговаривать будем? Не знаю. Мы после мукбанга будем всю форму стирать, потому что ты вся в кетчупе. Маме прям замачивать придется. Свеженькая сейчас сразу постирать, да? Мама, а я когда буду взрослой, я сама буду свое все замачивать? Ты можешь это завтра начать делать. Дочь, конечно. Когда ты будешь взрослая, уже как... уже взрослая, как решишь, что ты готова, будешь сама все делать, хорошо? Я уже думаю, что готова. Мы жили в Улан-Удэ, когда они, в общем, начали убираться. Ваня, Снежана, Анюта, Костя. В общем, они начали мыть первый этаж, гостиную комнату. Ну, естественно, вы понимаете, да, что это было 2 года назад. Даже еще, может быть, даже Кости не... Доченька, ну не надо моя. Это было несколько лет назад. В общем, потом мама делала во всем доме генеральную уборку. Дети помогли убраться, да? Да. Ты что сегодня как поросенок? Как поросенок? Ты устала сегодня? Нет? Сегодня у Снежаны... Устала, да? Сегодня у Снежаны нету музыкальной школы. Вчера Кость... А сегодня по понедельникам только Анюта с Ваней. Но Ваня болеет, не пойдет, а Анюту папа повезет. Ну... Костиному преподавателю танцев тоже написала, что Костя опять болен. Ну что, будем прощаться? До скорой встречи, друзья. Спасибо, что вы были нами. Всем пока. Пока. До свидания. До свидания.